Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня в этом видео мы разберем торговую стратегию Форекс для графика рынка FXR Modern. Как всегда, более подробно узнать о данной стратегии вы можете на сайте strategifoyu.ru. Там же можно скачать и вспомогательный эксперт Renko Expert Advisor, а также дополнительные индикаторы к данной стратегии, плюс, конечно же, шаблон для терминала MT4. Итак, как видно из названия, для данной стратегии нам потребуется график Renko. Но, как известно, в терминале MT4 такого графика у нас нет. Тут только график в виде баров, свечной график и линейный график. Для начала давайте я вам покажу, каким образом мы получаем Renko график в терминале MT4. Итак, открываем график по выбранной нами валютной паре. Эта валютная пара может быть абсолютно любой. Конечно, для начала мы должны скачать с сайта strategifoyu.ru Renko Expert Advisor, устанавливаем его в наш терминал в разделе MQL4 Experts. После этого мы уже открываем терминал, выбираем валютную пару, вот этот график, открываем временной интервал M1, то есть минутный график, после чего нужно обязательно обновить котировки. Это надо делать в любом случае. Вот обратите внимание, 1 минута евро-доллар, загрузить, окей, и мы ждем, пока они обновятся. Даже если пишет, что нет новых данных для данного символа, лучше все-таки нажать «Да», пересчитать все таймфреймы, так этот эксперт будет работать более корректно. Итак, мы нажали, ждем, пока обновятся наши котировки. Итак, котировки обновились. Теперь мы можем приступать к следующему пункту. Этим пунктом как раз является момент установки нашего эксперта на график. Выбираем параметр советники. Вот, обратите внимание, Renko Expert Advisor. Переносим его на график. И здесь очень важно проставить правильно все галочки. Разрешить алерты, разрешить советнику торговать, разрешить импорт функций из DLL. Ручное подтверждение мы здесь должны отключить и разрешить импорт из внешних экспертов. В принципе, вот эти галочки нам нужно обязательно проставить. Давайте посмотрим и на входные параметры. Другие нас, в принципе, и не интересуют. А вот Brick Size – это размер нашего кирпичика. 10 пунктов для данной стратегии вполне достаточно, но вы можете выбирать разные размеры. Итак, 10 пунктов мы оставляем и устанавливаем на график. Как видите, мордочка у нас не улыбается, поэтому мы включаем автоторговлю. Итак, вы видите, наш эксперт установлен верно, все село корректно. И в левом верхнем углу вы видите надпись, что следует включить график евро-доллар М2. Как вы знаете, такого таймфрейма нету. В принципе, это и не является таймфреймом, просто такое обозначение. Итак, мы через вкладку «Файл», «Открыть автономно». И обратите внимание, у евро-доллара у нас появилось еще и временное значение М2. Именно его нам и следует открыть. Открываем. Появляется новый график. Он у нас как бы оффлайн, хотя не обращайте внимания на эти надписи, он будет у нас в состоянии онлайн. Выбираем здесь свечной график, увеличиваем и обратите внимание, мы получили график Renko. Вот такого вида график у вас должен быть после выполнения всех действий. Ни в коем случае не стоит закрывать предыдущий график, то есть евро-доллар М1, именно от него и будет работать наш график Renko. Вот обратите внимание, я переключусь на евро-доллар М1. У нас как раз тут установлен наш советник, наш эксперт. А на графике евро-доллар М2 никаких советников нет, но все-таки эти два графика связаны друг с другом. И, конечно, не рекомендуется здесь переключать временные интервалы, то есть на графике евро-доллара М1, так как это может привести к некорректному отображению или даже зависанию терминала. Вот что я хотел сказать по поводу установки Renko графика в терминале MT4. Теперь давайте уже перейдем к самой сути данной стратегии. На полученный нами график Renko мы для облегчения устанавливаем шаблон, который вы также можете скачать с данного сайта. Там же можно скачать и все индикаторы по данной стратегии. Их сначала надо скачать, только потом устанавливаем шаблон и получаем вот такого вида график. У нас здесь имеется несколько индикаторов. В первую очередь это индикатор сканер. Вот, обратите внимание, у него рисуются зеленые и красные стрелки в разные стороны.
Этот индикатор показывает направленность графика Renko с меньшим размером кирпичиков, либо с большим. То есть с размером 5, вот обратите внимание, там у нас движение происходит восходящее, с размером 10 это как раз наш график, с размером 15 также восходящее движение, 20 пунктов размер кирпича, 25, 30, 35. Как понимаете, с помощью данного индикатора мы можем понимать, как себя в целом ведет цена, то есть какое направление выбрали все размеры наших кирпичей по графику Renko, туда мы и будем торговать. Далее идет индикатор Trend Lines, это вот эти вот две параллельные кривые линии, похожие на скользящие средние, которые по ходу движения меняют свой цвет с синего на красный. Также нам потребуется индикатор Signals, он рисует зеленые и оранжевые ромбики выше и ниже цены. Индикатор FR Trend, он отображается в отдельном окне в виде кривой линии, которая также меняет свой цвет с голубого на оранжевый. Ну и, наконец, стандартный индикатор, это MACD с параметрами 12, 26, 9. С индикаторами разобрались, теперь давайте разберемся и с условиями для входа в рынок. Как только мы замечаем, что индикатор Signals нарисовал зеленый ромбик ниже цены, мы начинаем уже мониторить ситуацию на предмет входа в рынок на покупку. Для этого нам потребуется, чтобы очередной кирпичик закрылся уже выше верхней границы индикатора Trend Lines. Сам индикатор Trend Lines должен поменять свой цвет и стать синим. Как видите, вот кирпичик закрылся выше верхней границы Trend Lines, но индикатор еще не был синим, и только на закрытии вот данного кирпичика мы получили синий цвет. То есть подтверждение по этому сигналу также получено. Далее обращаем внимание на индикатор FR Trend. Он должен окраситься у нас в голубой цвет, что и происходит. Ну и наконец индикатор MACD должен быть восходящим. То есть скользящая средняя должна быть немного ниже показателей самого индикатора. Что у нас и происходит на данной свече. Мы получили подтверждение на вход от 4 индикаторов. И далее мы смотрим на индикатор сканер. Вот этот индикатор. Он отображает, конечно, реальное текущее положение на рынке. Как вы понимаете, по этой причине на истории довольно сложно будет просмотреть данную стратегию. И на данный момент, обратите внимание, у нас не все показатели данного индикатора зеленого цвета. Но для входа в рынок нам как раз требуется, чтобы все эти показатели были зеленого цвета, стрелки были направлены вверх, и только тогда мы получаем подтверждение на вход в рынок. При более агрессивной торговле можно проигнорировать, если у нас только один сигнал будет направлен в противоположную сторону, например, 6 сигналов будут указывать вверх и один крайний, либо 35, либо 5 будет направлен вниз, но все-таки это немного рискованно. Я рекомендую дождаться именно появления сигнала от всего индикатора, от всех его показателей на покупку. Итак, предположим, что у нас все сигналы получены. При закрытии данного кирпичика мы открываем сделку на покупку. Стоп-лосс устанавливаем между двумя линиями индикатора Trend Lines. Фиксированного профита у нас не имеется. Сделку мы будем переводить в безубыток, как только у нас индикатор Signals нарисует оранжевый ромбик сверху цены. И вот обратите внимание, на закрытии данного кирпича у нас образовался ромб сверху цены, и мы перевели нашу сделку в безубыток. После чего цена слегка откатила и далее пошла вверх. В данной стратегии допускается использование и трейлинг стопа. Его размер, конечно, вы должны выбирать самостоятельно в зависимости от выбранной вами валютной пары. Например, для евро-доллара вполне достаточно по данной стратегии и 50 пунктов. В этом случае мы бы заработали порядка 80 пунктов, но мы выходили по другим условиям, по условиям обязательного выхода с рынка. Это когда рисуется оранжевый ромбик, после чего цена продолжает спускаться и индикатор Trend Lines меняет свой цвет с синего на красный. Вот на данной свече он поменял свой цвет, и мы вышли с рынка, заработав всего порядка 40 пунктов. Это что касается покупок. В принципе, похожие условия и для продаж. Давайте разберем и эту сделку. Она у нас практически сразу и происходила. Для этого нам нужно, чтобы на графике последний ромбик был оранжевого цвета и находился выше цены. Индикатор Trend Lines поменял свой цвет и стал красным. FR Trend должен быть оранжевого цвета. И индикатор MACD 12.26.9
должен показывать нисходящее движение. Вот обратите внимание, все эти условия на данной свече соблюдаются. В то же самое время, после получения этих сигналов, мы обращаем внимание на индикатор сканер. Все его показатели должны быть красного цвета и направленные стрелки должны быть вниз. Еще раз повторюсь, что это у нас показывает онлайн показатели данного индикатора, то есть то, что происходит на данный момент. А так как мы смотрим на истории, то показатели данного индикатора на данный момент не относятся к нашей сделке. Еще раз повторюсь, для нас они должны были здесь быть все красного цвета. Итак, после выполнения этих условий мы заключаем сделку при образовании нового кирпичика. Стоп-лосс также устанавливаем между двумя линиями индикатора Trend Lines. При появлении противоположного ромбика, это у нас зеленый ромбик ниже цены, он у нас образовался после появления вот этого белого кирпича, мы переводим нашу сделку в безубыток. Далее можно при каждом образовании зеленого ромбика, после чего происходит дальнейшее понижение, переставлять у нас положительный стоп, то есть уже могли перейти сюда, потом сюда и так далее, но это на ваше усмотрение. Можно также использовать и трейлинг стоп, об этом я уже говорил. Но в этой сделке мы также рассмотрим выход по классическим правилам данной стратегии. То есть при смене цвета индикатора Trend Lines и появлении зеленого ромбика. Как видите, после данных зеленых ромбиков индикатор Trend Lines цвет своих линий не менял. А вот после появления данного ромбика индикатор поменял свой цвет на синий. И на данном кирпиче мы закрывали нашу сделку, забирали прибыль. Таким образом, заработав порядка 170 пунктов. Вот, в принципе, и вся данная стратегия. Она довольно необычная. С вами был Сергей Гаспарян. Спасибо за внимание. До свидания.